Друзья, всем привет, с вами как всегда я, Юлия Баталова. И что же можно провести из России в Турцию? Ну и конечно я не одна, с мамой. Решили мы немножко по магазинам прогуляться. Что привезти из России в Турцию? Конечно же одежду. Шучу. Я потом зайду в продуктовый магазин и мы посмотрим, что я возьму с собой в Турцию. Так, смотрите, первое платье, которое я себе посмотрела, если бы не мои бока, то я бы его, наверное, взяла бы. Стоит 600 рублей всего лишь, представляете? И с кроссовками можно одевать спокойно. Но выделяет очень сильно все линии. Как вам цена такая? Материал, кстати, хороший. Так, второй лот, вот такое вот платье, 800 рублей. Оно, конечно, мама говорит, очень красивое, но это не в моем стиле, к сожалению. Не в моем стиле, мам. Ну, как бы так-то классно. По материалу вообще классно. Летом ходить вообще супер. Или цвет не мой. Что-то не то, как будто бы. Как ночнушка по цвету. И там я другое еще взяла, сейчас померю его. В общем, 800 рублей вот такое вот платье. Еще одно платье, смотрите. Как русалка прям в нем. Но тоже не очень. 599 стоит. Вообще я зашла за футболками. Сейчас футболки буду мерить. Так, футболочка, смотрите. Вот такая вот немножко зеленовато-голубая. 300 рублей. Вот как бы на каждый день такой, наверное, возьму. Так, и вот такую вот футболочку тоже возьму. Тоже 300 рублей стоит. У нас футболки есть, но они какие-то... Короче, не знаю, вот прям по футболкам я не ходила еще. Цвет тебе идет лучше. Да, вот такой возьму. 300 рублей. Так, и маечка. Наверное, ту футболочку этого цвета и маечку возьму. Вот это все. Так, носки. Я в Duty Free, ну, точнее, в аэропорту брала по 150 лир. Сколько здесь стоит? Это детские носки, а где взрослые? А я хотела это, алмазу. Это детские или это какие? Детские, но они маленький размер, нет? Ух ты, 34 маленький, рублей. да? Алмазу маленький, да? Угу. А? 34 маленький? Не знаю, надо вот... 36 надо. Я не пойму, где для взрослых носки. Детские курточки 2100. Такая куртка. Так, и вот носки, получается. Так, цена 470 рублей. 3 пары, если, например, 394 пары. 4 пары 390. Ну, примерно одинаковая цена, наверное. И, друзья, у нас настал вечер. Я со своей любимой подружкой. Знакомьтесь, Лейсан. Привет! Вышли прогуляться. У нас 21 градус. Прям очень хорошо. И что хочу сказать. Сегодня я до магазина так и не дошла. Хочу завтра сходить в магазин, заснять цены. Вот. Очень хорошо прям на улице. Короче, до завтра. Хочу сказать до завтра. Бабушка моя! И, друзья, приехали мы в деревню. Сегодня, наконец-то, за 3 года увидела свою бабушку. Вот, очень сильно постарела. Прям вот по виду внешнему сразу видно, такая маленькая стала. Глаза уже такие мутноватого цвета. Ну, конечно, в этом году, в ноябре, будет 89 лет.
Вот, сейчас нахожусь в большая, как сказать, Улыбакшада у нас называется. Ну, в огороде, в общем, там, где картошку сажают обычно. У нас есть еще поменьше огород там, и дом наш вот находится там. Сейчас еще покажу. Вот. У нас, если честно, со всех сторон долгожители. Я уже говорила об этом. Со стороны мамы, получается, бабушки вот уже 89 лет. Со стороны папы 86. Мама его умерла. И 82 умер папа. Ну, там и то не своей смертью получилось, что упал. Вот. И там проблема была, сделали операцию, и уже не выжил. То есть вот так вот, как бы, что хочу сказать, дождик немножко накрапывает, прям погода классная. В общем, душа радуется, что приехала. Уезжать уже даже не хочется, но как бы хочется побыть здесь. Вот у меня сынок старший дает мне кружовник, собрал. Спасибо. В общем, немножко прогуляемся со старшим сыном, со своим. Промокли. Пипец. Сine düşüremez. Ezerek. Ezgünü. Tuttuğu. Выезжаю из деревни. Баньку сегодня сделали. Все. Пока-пока, я еще вернусь, надеюсь. Окситан. Ничего, такая машинка. Снова пришли в торговый центр. Примеряю брючки. Не брючки, а шортики. В общем, цвет нравится, прикольный. Единственное, как сидят. Стоит 1600 в рублях. Торговый, ура! Большой, огромный торговый квартал. Вот он так и называется в нашем городе. Как же я соскучилась. Вот когда только здесь появилась, тогда и поняла, что соскучилась.
Всем доброе утро, друзья! Мы вместе с папой вышли на прогулку в лес, как я и говорила. Я это пропустить не могу. Это тоже один из пунктов моих, что я должна сделать. Катаются. Ну, Зимой катаются. А нет, сейчас тоже зимой и катаются. сейчас. Вот именно. Дети, да? Да, дети, ну, подростки. А на чем они катаются? Ну, всякие, кто-то на великах, кто-то А, прям на квадроциклах. Ничего себе, да, вот тут Ну, эти есть. так где рядом жить тут. Классно. Особенно в субботу. Свежо, хорошо. Дятел стучит. У нас тут в лесу дворец есть. Сейчас покажу, приближу. Всегда поражала площади этого дворца. Там, наверное, даже снимать-то нельзя, написано. Но нет, здесь не сильно видно, конечно. Вот поближе немножко подошла. Смахивает даже на турецкие такие дома. Не дома, а дворцы, в которых никто не живет, а для как архитектурное такое тут. А тут реально вот прям дворец, и тут люди живут. Такие дворцы внутри леса. Красиво очень. Вон там домик строится тоже. Там домик. Короче, это такой вот, как бы, коттеджный поселок. Там дальше уже начинается. Вообще здесь, конечно, жить, это моя мечта была всегда. До того, как мне не прилетело на ум переехать в Турцию. Может, ты не знаешь. Когда вот ты заказал робот, он может... Еще один торговый центр на примете. Это Sunrise City. Огромный торговый центр. Кстати, его строил Руслан. Так, магазин Экру. Хочу по себе посмотреть накидку. Так, раньше здесь Pull&Bear и Бершка была. Сейчас просто другие магазины. Типа вот, например, DAP. В общем, шли все бренды. Так, смотрите. В Остине нашла вот такую вот рубашку. 1599 стоит. Кстати, вчерашние шортики уже одела. Есть кармашки. Это, конечно, вообще прям мой стиль. Не знаю. Ну, не знаю. Что скажете? Ну и как же по случаю приезда в Россию не поесть роллы? И лапшу. Вок лапшу. Моя любимая — это вот такие вот роллы дракон. Цена 630 рублей. Считай 300 лир. А эти вообще 320. Ну и лапша отдельно. Короче, заходим в перекресток. Наконец-то. По продуктам. Что взять с собой в Турцию? Короче, по фруктам, по ценам. Раньше снимала в Турции цены для других стран. А теперь в России снимаю для Турции. Возможно, кто-то смотрит меня. Смотрите, плоские эти абрикосы 239 лир, груши 324, баклажан 249, охренеть, гранат 499, имбирь 600, лук 199, помидор 249, 350. Это этот, короче, что это? Капуста, оказывается, 224, лук 169 и авокадо 499 по зелени. По зелени за 100 грамм. Вот такая цена, обалдеть. Огурцы 159, помидор 199, перец 199 красный, лук 68, картошка 109, 67, 299, вот такая, какую мы обычно покупаем в Турции. Короче, вот такие цены. Беру черные оливки, смотрите, 199 лир.
У меня дочка попросила. А у меня села зарядка, взяла телефон у сына, у него повыше iPhone, поэтому снимает лучше. 199 лир. Вот такие черные оливки заказала у меня Заля. 199 рублей, да. Вот, сгущенку еще взяла, уже успела взять. Что хочу сказать, вот таких именно оливок нету, вот таких вкусных в водичке в Турции не бывает. 199 рублей, я считаю, что это недорого. Вот, у меня дочка заказала, значит, берем. Много брать вещей не буду, потому что у меня багаж всего лишь 10 килограмм, а у меня еще и вещи есть. Вот, еще мама там дофига всего накидала, там, варенье, все остальное. Напоминаю, завтра утром я уже улетаю. Да, улетаю, но завтра утром отсюда еще ехать до Казани, мне в 5 утра вставать. То есть, точнее, из дома выходить. Короче, вот такое вот сгущенное молоко, 189 рублей. Есть за 159, я взяла вот это с коровкой. Вот, что еще взять? Есть вот такие вот в баночках сгущенки. 159 рублей, 164, 179. Вот. Как ты думаешь, это может открыться? Нет? Потому что майонез у мамы, например, который она привезла, он вообще прям бахнул, открылся. Ну, ладно, он был в пакете. То есть он не вытек как бы, но немножко с краю повредился. Так, что еще возьму? Никаких шоколадок там и все остального, никаких. Вот майонез, конечно, можно было бы взять, но, наверное, не возьму. Потому что просто вот действительно не будет места, скорее всего. Еще в дорогу что-то надо себе купить. Конечно же, ванильные сушки, они не тяжелые, 200 грамм я возьму. Меня Залька очень сильно любит. Где гречка? 31 рубль. А я покупаю за 90 лир. Представляете? Это 180 рублей. Считаю дороже сколько раз гречка. Но гречку я не повезу с собой. Хочу чай. Друзья, я хочу чай. Настоящий нормальный чай. Мне уже турецкий чай надоел. Честное слово. Я хочу нормальный чай с земляникой. Вкусный. Вот мне вчера посоветовали, говорит, черный чай с кусочками земляники. Вот, говорит, бери такой. А где его найти? Вот не знаю, где его найти. Может быть, он где-то тут, хотя нет. Короче. А? Черный чай с земляникой? Это интересно. Ахмад, да? Зеленый чай. Это же зеленый. Вот еще, да. А это пакетики. А я не хочу в пакетиках. Это тоже в пакетиках. Хочу не в пакетиках. А вот это вот что? Apple. Что-то наподобие купить, что ли. Поменьше хотя бы, небольшое что-то. Земляничка. Клубничка. Поменьше возьму для себя. Черный чай. 114 стоит пар. А у меня Тесс. Ну, не знаю, короче, цены нету. Вообще Перекресток считается дорогим магазином, так что пока цены вот, ну, в принципе, есть и дешевле. Киндер стоит 109. Что, серьезно? За один? А мы за сколько брали? Нет, вот за один, если, например. 67. Это... Да? А это что тогда? Тоже на Киндер. А, Макси Кинг. Вот 67. А мы за сколько брали? 14. 69 молочный ломтик. Короче, а мы где-то брали, ну, рублей 30-40 выходит. Я помню, что я тебя кормила вот этим. Очень сильно тебе нравилось. Тебя, именно тебя. Потому что мои эти, которые двойняшки, они вообще не любят это. И не ели, и не любили. А ты вот именно вот это все ел. Особенно вот такие творожки любил. Вот прям помню. Эх. И па-па-па-па-пам. Кирешки. Обожаю. Просто кирешки. Такого нету точно в Турции.
Вот вместе, именно вот 3 корочки вместе внутри с сыром, это самое вкусное, что может быть. Так, стоит 69 рублей. Берем сразу несколько. Так, ну что, друзья, да, я уезжаю обратно. Улетаю, точнее. Сейчас в Казанском аэропорту. Давайте посмотрим, сколько стоит. В дьюти-фри местном алкоголь. Тундра 5 долларов. Большая литровая. Маленькая 40% 0,5. Стоит 3 доллара. 3 евро. Да. В общем, водка где-то 3, 4, 6, 10. Так, Бейлис. Ликер. Я по привычке не читаю, думаю, что по-турецки написано. Написано по-русски 30 евро. Ликер стоит. Вино игристое, шампанское. Просека 18 евро стоит. Так, что еще показать? $32 евро. 75. 88. Можете ставить на стоп-кадр. 78. 37. 26. 22. 12. 22. Бакарди 24 евро. Черная 25 евро литровая. Вот такие цены. Сейчас пройдусь, посмотрю самый дорогой алкоголь. О, смотрите, вина маленькие 4 евро. Смотрите, виски 499 евро. Вот такой вот. Вины разные, по 12, по 9, по 10 евро, недорого. 22 евро, 17 евро. Так, это духишки. Духишки не буду смотреть в этот раз. Смотрите, есть ликер за 1 евро. А здесь дешевле. За 1,5 евро маленькая есть. Бальзам. Виски. Шоколадки по 1 евро. Посмотрим, пиво сколько стоит. В холодильнике пиво 3 евро. А в Анталии вода только 2,5 евро была. Здесь вода 1,5. 1,5. Наверное, куплю даже. Воду, конечно же. Кола 1,5 евро. Энергетик 2 евро. Покушать, между прочим, здесь стоит дешевле. Смотрите. Хот-дог с курицей 300 рублей. Говядина 320. Френч-дог с курицей 300. Френч-дог с говядиной 320. Так, меню смотрите. Салат с креветками 1095. Цезарь 675. 915, 995, зеленый салат с авокадо 1100, пельмени 995, картофель фан поварский 1295, кебаб из говядины 1445, мясной дуэт 295. Вот такие цены в такой кафешечке. Также тут продают очки на первом этаже. Разные. Кстати, очень похожи на мои вот эти вот. Всякие шляпки, сумочки и подарочные конфеты, смотрите. Жемчужина Казани, лукум, рахат лукум. Вот. Это что? Пишмания. Вот это вот пишмания называется. Хотя в Турции как-то по-другому называются они. О, смотрите, за 3 евро есть. Вот, кстати, у нас вот такая есть питейка. Здесь можно вот купить всякие татарские прикольные вещи. Татарстан, смотрите, пакетики. Татарстан.
Чак-чак. 8 евро. По евро есть. Кому надо вот такие вот штуки. 20 евро. 16 евро. Так, и по ценам смотрите. Ролл с курицей 545. Сэндвич с ветчиной и сыром 545. Треугольники 245, 100 грамм. Вот, пиво здесь по 590, 780, 410. Энергетик. Такие цены. Короче, у меня снова рейс задерживается на часик. Купила себе хот-дог с говядиной. Как раз хотела в Акбатер сходить, так и не сходила. Здесь вот так выглядит. Чай 130 рублей стоит, хот-дог 320. Такой вот перекус у меня будет. И, друзья, я уже дома. Прилетела ночью, в 2 ночи. То есть приехала до дома, доехала, да, долго очень ехала на трансфере. Водитель ехал всю дорогу 70 километров в час. Представляете, да, 8 часов, больше 8 часов мы ехали. Мы еще останавливались. То есть перелет прошел хорошо. В общем, я дома, дети счастливы. У нас сейчас жара сильнейшая, стоит 40-41 градусов показывает днем. Вся неделя будет жаркая, но там уже дальше 37-36 градусов. Ночью просто там 30-28. В общем, эта неделя очень жаркая. Я пока прихожу в себя. Сидим под кондиционерами. Очень мало получилось заснять, потому что времени было мало и дел было куча просто. Но я все равно постаралась вам заснять самые такие все моменты, ну, и для себя как бы на память, да, чтобы все это сохранилось, и вам показать. В общем, самое главное, что я это сделала. Очень долго меня не было в России, и я поняла, что делать это нужно почаще, да, вылетать. Ну, конечно же, по возможности. Все-таки нас 5 человек, и это очень как бы затратно в финансовом плане. Вот, мы со своего кармана платим за проезд, за перелет, поэтому нам не оплачивается перелет, да, хотя в некоторых организациях вроде как оплачивается. То есть все, конечно, индивидуально. Поэтому что хочу сказать. По мере возможности будем летать, конечно же. Я вот прилетела с такими ощущениями, ну, во-первых, что, да, было трудно, было тяжело, дорога сама мне тяжело дается. Почему? Ну, потому что, я вам вот хочу признаться, меня очень сильно укачивает любая дорога. Да, у меня есть вот морская болезнь, кто называет, кто как называет. Я даже вот в море, когда первый раз на экскурсию поехала, я просто там вот, мне, во-первых, спать очень сильно хочется, во-вторых, меня прям мутит, и мне надо вот это все просится наружу, то, что ты поел. И я была вот на таблетках, можно сказать, целую дорогу, еще и не спишь. Я очень сильно так прям, видно прям по мне было, я прям так опухла, когда я прилетела в Россию, тоже лицо такое было опухшее очень сильно за счет того, что у меня вот здесь вот все собралось, у меня как будто такое лицо морщинистое, то есть, ну, на видео, в принципе, все это видно. Сюда приехала, вот буквально чуть-чуть побыла, и у меня, кстати, вот это все спало, не знаю, почему так, но, в общем, я рада, что я съездила. С новыми ощущениями, с новыми силами, пусть даже была дорога тяжелая. Вот по ощущениям, как будто бы что-то поменялось, я такая вся более энергичная приехала, да, хотя устала. Но при этом все-таки вот эти вот поездки какие-то, да, пусть даже они не такие прям желанные и не такие запланированные, они все равно вам дают какой-то толчок, поэтому смена обстановки обязательно нужна всем. Ну и вы представляете, да, 3 года живя в Турции, какие ощущения у меня, хоть даже на 3 дня побывав там,
Я уехала на 5 дней, но 3 из них только я там была, потому что 2 суток заняла у меня дорогу. Да, дорога очень... Я уже, когда приехала, посмотрела билеты, а если буду я лететь, например, с Мерсина, да, с пересадками. Но там примерно по времени точно так же. Вот если учитывать между перелетами, да, вот это вот время, примерно то же самое выходит. Раз. А во-вторых, немножко затратнее по цене. Да, вот именно так. Поэтому, и там еще вот часы вот эти вот между перелетами, где-то очень много, а где-то очень мало, 1,5 часа. То есть ты можешь не успеть на второй рейс, поэтому можешь прогореть. Вот в этом плане денег больше заплатить. Ну, это как бы сейчас не так актуально. Да, мы собираемся, будем решать по возможности, как мы будем в другой раз вылетать. В общем, эмоций много. Буду, наверное, в следующих роликах немножко это все рассказывать, выгружать из себя информацию вам. И что хочу тебе сказать, дети очень счастливы, даже по секрету сказать, дети сказали, когда тебя не было, папа нам все разрешал. Вот. Ну, конечно, у меня муж молодец, он с ними провел 5 дней, это ему на пользу пошло. Он понял, как сложно с детьми, он был в шоке. Ну, он сказал, ну, это очень сложно. Это, говорит, действительно сложно, это тяжелее, чем работа. Я, говорит, из кухни не вылазил. Я, говорит, эту посуду перемыл. Это просто жесть. Говорит, я не отходил, говорит, от плиты, не отходил от раковины. То есть, понимаете, да? То есть мужчинам нужно немножко побыть в роли. Это надо мало, естественно, да? Долго нельзя. Вот, психика все-таки, мне кажется, у женщин сильнее, чем у мужчин. Да, энергии у мужчин больше, но в плане терпения и психика, мне кажется, у женщин посильнее. Поэтому зато они сходили в школу, они записались в школу, да, конечно, в школу рядом, да, все, кто смотрел предыдущие мои ролики, они знают, что мы хотели отдать в центр, они сходили и в центр тоже в школу, сказали, как только вы найдете здесь рядом квартиру, в тот же день мы вас переведем. Поэтому пока временно, если мы не найдем квартиру сейчас, пока временно отдадим сюда, но потом переедем туда, в школу ту. Потому что здесь не совсем мне нравится, вот рядышком школа. Я вам показывала в предыдущих роликах, да. Все, кто на канале впервые, смотрите мои предыдущие ролики, там все есть. Кому интересно, кто мы, откуда, зачем, куда, почему, все ответы найдете, я всегда всем делюсь, рассказываю. Ну а сейчас с новыми силами приехала, буду больше записывать для вас роликов, буду заниматься своей любимой работой, атами, да. Все это я делаю удаленно. Кому интересно, проходите по ссылке. Я всегда оставляю ссылочки на все свои другие каналы, на ссылку на телеграм-бот, где я записала видеоролики и где я рассказываю, чем я занимаюсь. Так что не сидите без VPN, да, я вот помучилась в России, не установила VPN, да, то есть у меня не было времени, думала, ладно, пыталась загрузить, тоже не получилось загрузить. А у меня есть VPN, они в России сейчас не работают, я так понимаю. Есть другие дополнительные. Кому это интересно, пишите в личку, я вам скину, да, мне, потому что подписчики мои советуют, рассказывают, как это все делается. Вот я вам с удовольствием перешлю. Не сидите без VPN, смотрите мои ролики. Всех люблю, всех целую. Всем спасибо за просмотры. Всем желаю, больше путешествуйте, по возможности, конечно. Меняйте обстановку, пинайте себя, заставляйте себя, да, понимаю, что не хочется, лень, страх, там, еще что-то. Один раз живем, как говорится. Всем хочу пожелать счастья, здоровья, любви. Любите, я не имею в виду там своих только близких, любите всех. Дарите позитив, ведь он обратно вам возвращается. Что вы дарите, то и возвращается обратно вам. Поэтому побольше всем денег, прям побольше денег. Конечно же, мирного неба над головой сейчас всем. Всех люблю, всех целую, всем